Тихое гудение города едва доносилось до спокойной квартиры. Было почти полночь, но свет в гостиной Чунгука все еще горел. Теплый, одинокий, неподвижный. На стенах висели воспоминания, заключенные в рамки. Смех, застывший во времени. Концерты, которые потрясли мир. Моменты, когда 7 молодых людей держали друг друга, проходя через все. На сегодня вечером только Чунгук. Он сидел на диване, запрокинув голову, взгляд устремлен в потолок. На экране телефона мигало одно сообщение. «Хён, давай встретимся, прежде чем я уеду завтра». Сообщение Тэхёна простое, мягкое, но тяжелое. Тяжелее, чем Чунгук хотел признать. Он перечитывал его снова и снова. Слово «уеду» эхом звучало в голове, будто было живым. Тэхён уезжал. Не навсегда, не без причины. У него был свой путь, свой проект, своя глава. Но почему-то это казалось концом. Чунгук медленно выдохнул, потер шею. Грудь ныла от тихой, невидимой боли, которую никто не увидит. Он подошел к окну. Сеул мерцал под ночным небом. Море огней, тянущееся бесконечно, как годы, проведенные вместе. Он вспомнил их первую встречу. Тэхён, неловкий, игривый, с улыбкой слишком широкой для его лица. Как он смеялся над тем, что никто не находил смешным. Как всегда замечал Чунгука, даже когда тот молчал. Тогда все было просто. Они были детьми с мечтами слишком большими, чтобы их удержать. Теперь мужчины, все еще мечтающие, все еще сияющие, но под разными небесами. Мысль сжала горло Чунгука. Он моргнул, прогоняя слезы, и прошептал: «Почему прощание всегда звучит так окончательно, даже если это не конец?» Кафе, которое выбрал Тэхён, было тихим, спрятанным в уголке Итэйвона, подальше от любопытных фанатов и вспышек камер. Когда Чунгук вошел, он сразу увидел его, сидящего у окна в лучах солнца, заливающих его лицо золотом. Тэхён поднял взгляд и улыбнулся, так, словно ничего не изменилось. «Эй, Куки!» — сказал он тихо. И в тот момент стена, которую Чунгук так тщательно строил, треснула. «Эй, Хён!» — ответил он, натянуто улыбаясь. Они обнялись. Коротко, неловко. Не потому, что не хотели, а потому, что не знали, как отпустить. Тишина окутала их. Та самая, что хранит 1000 невысказанных воспоминаний. Сцены, смех за кулисами, бессонные ночи в студии и слезы, которых никто не видел. Тэхён опустил глаза к чашке кофе. Он сказал: «Я не хотел делать из этого драму. Просто немного времени порознь, для нас обоих». Чунгук кивнул, делая вид, что согласен, хотя внутри кричал, потому что для него каждый день без Тэхёна как потерянный кусочек дома, как который не возвращается. «Ты в последнее время молчалив», — мягко сказал Тэхён. «Все в порядке?» Чонгук тихо рассмеялся. «Просто устал». Это была ложь. Красивая, отрепетированная ложь. Он не был в порядке. Он ломался, медленно, тихо и с улыбкой. Тэхён смотрел на него долго. Он знал Чунгука слишком хорошо. Но вместо того, чтобы спросить больше, просто кивнул. И, может быть, именно это больнее всего. Тишина между ними, говорящая громче любых слов. Когда пришло время уходить, Чунгук поднялся первым. «Береги себя, Хён», — сказал он, стараясь звучать спокойно. Тэхён улыбнулся той самой мягкой, ослепительной улыбкой, которая всегда делала мир легче. «И ты, Куки, не забывай есть, ладно?»
Простая фраза. Но она ударила сильнее, чем он ожидал. Когда Тэхён вышел из кафе, Чонгук увидел свое отражение в стекле. Он улыбался, но глаза рассказывали другую историю. Он попытался удержать улыбку, но в глубине души знал, что это прощание изменило все. Может быть, навсегда.